Когда слышишь слово нудизм, у каждого в голове возникает своя картинка. Кто-то думает о свободе и гармонии с природой, а кто-то о странных эксцентриках. Но на самом деле нудизм в Эстонии – это вполне обычное явление, и места для него существуют уже много лет. Единственный официально признанный нудистский пляж Эстонии находится в Нарва-Иесу. Официальный статус этот пляж приобрел в 2007 году, когда власти Нарва-Иесу подписали договор с Nude Association о предоставлении части береговой линии для желающих загорать без купальных костюмов. До этого пляж существовал неофициально уже более 20 лет. Тот самый нудистский пляж, один единственный в Эстонии, точнее их два. Второй пляж находится в городе Пярну, но там чисто женский пляж, то есть где загорают и отдыхают, купаются только женщины. Здесь же общий нудистский пляж, и находится он в Нарва-Иесу. Он небольшой, его длина примерно метров 400. В данный момент здесь никого нету, так что, судя по всему, я один единственный нудист. Но есть и другие, давно облюбованные уголки. Например, в Пярну женский пляж, обозначенный табличками и предназначенный исключительно для женщин. А рядом с ним, ближе к реке, непризнанный нудистский пляж в дюнах. Один из неофициальных пляжей для нудистов находится в Таллине, на полуострове Пальясааре, на побережье Пиккакари, в полусотнях метров от причала Катерины. Хотя его интимность оставляет желать лучшего, поскольку рядом проходит тропа для туристов. Еще один неофициальный пляж расположился в одном из красивейших уголков Эстонии – в Лаулусмаа, рядом с сурф-клубом. Если же вам этого мало, то у наших соседей в Латвии таких мест много, и ближайший пляж, который считается одним из самых лучших в Европе, находится в Саукрасте, совсем рядом с известной Белой дюной. Правила простые. Уважай чужое пространство, не фотографируй, не пялься, все остальное дело вкуса и настроения. Многие ошибочно думают, что нудистский пляж – это что-то слишком откровенное или даже провокационное. Но на самом деле атмосфера здесь куда спокойнее, чем на обычных пляжах. Никто не пытается кого-то удивить, все просто отдыхают и чувствуют себя естественно. То если вы решите заглянуть на нудистский пляж, главное приходите с правильным настроением. И не забудьте про солнцезащитный крем, потому что загар здесь получается максимально равномерным. А где ровный загар, там и хорошее настроение. А знаете ли вы, какой самый длинный песчаный пляж в Эстонии? Это пляж Нарва-Иесу, длина которого превышает более 7,5 километров. И напоследок еще о двух пляжах. Они не нудистские, но, по мнению одного из европейских журналов, они самые уединенные. А на мой взгляд, они одни из самых лучших в Эстонии. Дня доброго и солнечного. На дворе у нас май месяц. И самое время рассказать о том, где можно отдохнуть, позагорать и окунуться, искупнуться. И сегодняшний мой рассказ о двух таких местах. Самом лучшем и самом лучшем безлюдном пляжах Эстонии. А начну я с эстонского побережья Матси, чей одноименный пляж попал в список лучших безлюдных пляжей Европы. А попал он туда по мнению престижного туристического издания Contanes Travel. Кроме него в этом списке есть такие пляжи из таких стран, как Коста-Бланка, Франция, Сицилия, Хорватия, Греция, Мальта, Кипр. Я здесь бывал неоднократно на этом пляже. Пляж
Да, он действительно хороший именно тем, что здесь очень мало народа. Хотя в летний сезон здесь рядом с пляжем в лесу все переполнено, потому что там находятся специальные места для гриля, столы с навесом, грильницы. Но все равно народа не так много. Сам пляж, в общем-то, довольно хорош, но не весь. Местами здесь очень-очень много камней. Если взять ту часть, где я сейчас иду, здесь пляж довольно хороший. А вот там за мной, где находится Матси-Сада, там уже все побережье в камнях. И там купаться, ну, можно, но не очень хорошо. И здесь также, если вы видите, у меня за спиной, куда я сейчас иду, тоже камни. То есть, скажем так, вот центральная часть пляжа, она довольно неплохая, и здесь можно купаться. Хотя, конечно, и здесь местами присутствует. Если я не ошибаюсь, то весной прошлого года я здесь купался, и здесь было довольно много медуз. Мелких, правда, но их было много. Что для наших краев явление такое, скажем, довольно-таки редкое. А еще здесь всегда очень-очень много птиц. Я сейчас нахожусь на небольшом мысе, выступе, который находится как раз напротив пляжа. И если вам видно, у меня за спиной с этой стороны буквально в километре полтора максимум находится Матси-Сада. Но порт, насколько я знаю, по-моему, уже не действующий. По крайней мере, сколько бы я раз здесь не был, там не было ни лодок, ничего. То есть это, по всей вероятности, бывший рыболовецкий порт. И по эту сторону, если вы видите полуостров, на нем маяк. Это как раз маяк Сэмери. Это очень красивое место, которое рекомендую вам посетить. Там очень много можжевельника, различных цветов, трав. И природа просто обалденная. Там птиц также очень-очень много. Там есть в можжевельнике, может кто-то не знает, есть такое, ну, что-то вроде потайного места, где есть стол, гриль, где, то есть, можно хорошо отдохнуть в такой, как это сказать, интимной обстановке, да. Чтобы туда попасть, нужно подъехать, там есть дорога, вот отсюда видно, за спиной опять же крыша, хутор. Где-то справа от дороги поставить, там есть небольшой карман, и пешочком пройти в сторону маяка. Там будет надпись, что это частная территория, но если идти пешком, там никаких запрещающих знаков нету, я неоднократно ходил, никаких проблем не было. То есть, если хотите полюбоваться природой, отдохнуть душой, это то самое место. Мне кажется, я бы бродил по этим местам и день, и ночь. Здесь очень, кроме пляжа, красивый такой длинный выступ в море, где много камней. Сейчас я покажу. И он причем идет вон туда, аж до горизонта. Там очень много птиц. Я хочу попробовать пройти туда, но не знаю, получится ли у меня по камням перейти. Потому что примерно еще в ту сторону, где-то до конца всего этого, назовем его мысом, из камней, где-то, ну, я думаю, километр точно есть. За спиной у меня как раз вот, как я говорю, что здесь птиц много. И вот чайки, видимо, во-во, началось все. Видите, где-то у нее это самое гнездо, здесь надо мне уходить. Я вижу, что она уже немножко нервничает и начинает на меня бросаться, прогоняет. Проведя свой небольшой заплыв, я таким образом открыл свой купальный сезон в этом году. Вода была сравнительно терпимая, скажем так, и вполне позволяла в ней искупнуться. И я следую дальше, на побережье Перакюла,
где, по моему мнению, находится один из самых лучших, а может быть и даже лучший пляж в Эстонии. Итак, побережье Peräküla, которое находится в природном заповеднике Нива на северо-западе Эстонии. Как я и говорил, по моему личному мнению, это самый лучший пляж Эстонии. Почему я так считаю? Он находится вдали от суеты. Здесь нет рядом каких-либо больших городов. И он находится, как я уже говорил, в природном заповеднике Нива. Здесь очень красивая природа, и есть рядом много различных пешеходных троп, мест для пикника. А здесь чистый песок. И одно из самых главных, на мой взгляд, достоинств — это то, что, отойдя буквально там 5-10 метров от берега, можно сразу окунаться в воду. Поскольку очень много пляжей в Эстонии у нас такие, что приходится преодолеть немалое расстояние, прежде чем иметь возможность окунуться. А здесь же все гораздо проще и удобнее. В районе пляжа есть много различных оборудованных пешеходных троп. Также есть места для гриля, отдыха с возможностью поставить палатки. Причем такими местами оборудована значительная часть побережья. Есть также недалеко несколько озер, где вы можете порыбачить и также отдохнуть. Они также оборудованы местами для отдыха и пикника. Ну а я заканчиваю свое путешествие, уже ставшей традицией, купанием. Вода, кстати, довольно прохладная здесь.